Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня у меня для вас очень интересный, на мой взгляд, лоскутный блок с бабочкой, с лоскутной бабочкой. Из шелка, из органзы, из тюля, у кого что есть. У меня вот такие лоскуты размером 38 на 40. Я, видите, сложила и подровняла, чтобы у меня было 38 на 38, ровно квадрат, чтобы был. И вот так сложу и сделаю квадратики поменьше. Потому что в планах у меня потом из таких блоков, ну, хотя бы сшить наволочку. Я уж не знаю, как бы соберусь я на покрывало одеяло, но хотя бы наволочку я сошью. Маленькие квадратики у меня получились 19 на 19. И беру вот один квадрат и вот так по диагонали разрезаю. И складываю еще разочек. И еще раз разрезаю. И получается у меня вот такая заготовочка. Вот так разрезан квадратик. Вот. Теперь у меня есть белая шелковая ткань от занавески. Я, видите, квадратики именно из тюля, из ткани, из шелковой, из органзы я режу на глазок. Вот. Ну, кто так не умеет, я сейчас скажу, сколько у меня получилось по размеру, потому что многие пишут, что повторяют именно так, как я делаю. У меня вот этот квадрат 13 на 13 получился. Вот. Я хочу сказать, можно примеряться, вот видите, чтобы он равен был стороне треугольника. Вот такой размер должен быть. Вот так, два у меня готовы. И сейчас я сделаю еще два квадратика. Вот, раз, и вот здесь вот немножечко отрежу, и все. И 4 штуки у меня готовы. И из вот такой органзы я вырежу еще квадратики поменьше. Тоже я их буду вырезать на глазок. Но размер, сразу скажу, что у меня будет 10 на 10. Вот 3 квадратика я уже вырезала. Сейчас вот эту однотонную часть я уберу, а вот эту с полосочками возьму. И отрежу полоску и сделаю 4 квадратик, вырежу. Вот. Так, 10. Ну, на 11 я сейчас подровняю, чтобы 10 на 10 было. Вот где у меня получилось неравномерно, не всегда глаз алмаз, я подровняю. А где-то вот 10 на 10 получилось, где-то глаз алмаз. Так, теперь я беру вот эту вот белую шелковую ткань. И смотрите, видите, квадратик я сложила. Так. И вот к этой стороне прикладываю. Вот слева треугольничек взяла, и вот к этой стороне буду пристрачивать. Вот сейчас покрупнее покажу, чтобы получше было видно. Вот, смотрите, пристрочила. Я сейчас покажу медленно, как все это делается. Ну, я-то делаю сразу 2 пристрачиваю. Ну, для тех, кому непонятно, вот можно делать так. Сначала один, потом другой. Вот. Приложили. Вот так вот с нижней стороной подровняли, чтобы снизу ровненько было. И пристрочили. Должно вот так получиться, видите? Теперь смотрите.
Когда вертушку я делала, вертушку вообще вот так вот прямо заворачиваются вот эти кончики. А я буду немножко смещать в сторону. Вот, смотрите, вот так. Видите, со смещением в сторону делаю. Чтобы крылышко у меня здесь поменьше получалось. Вот, смотрите. Вот так, со смещением. Не прямо, не прямо. Вот, еще раз повторюсь. Не прямо, как на вертушке складывается. А вот так, смотрите, раз, и увожу уголок в сторону. Я его потом отрежу, это лишнее. И вот так я пристрочу. И также второй уголок из белой ткани тоже я также вот параллельно первому укладываю и вот так прострачиваю. Вот, пристрочила. И это лишнее сейчас вот так возьму и обрежу. Вот. Все срезала. И вот такое получилось у меня крылышко. Вот, смотрите. Теперь вот здесь делаю то же самое. Вот к этой стороне буду пристрачивать. Вот. Два сразу уже возьму. Ложу. Пристрочу эту сторону. А теперь смотрите, вот беру вот так вот и в стороночку вот так вот раз этот уголок и отклоняю. И вот так я его буду в таком виде пристрачивать. И беленький также вот так раз в сторонку. Все. И пристрачиваю. Вот так. Пристрочила и лишнее обрежу так же, как и на первой детальке. Лишнее срежу сейчас. Вот такие два крыла получились. Теперь нижние крылышки. Нижние крылышки я придумала вот так сделать. Вот, смотрите, вот этой петелькой как бы сложенной в середину. И опять не по линии, ну, треугольника, не по стороне, а со смещением вот с таким. Вот, видите? Тоже со смещением пристрочила. Вот, и лишнее сейчас срежу. Если так не делать, то тогда как бы не получится, как крылышки, если ровно пристрочить. Они тогда соединятся, когда их два крыла будет, и не получится, как у бабочки. Поэтому приходится вот так вот в сторонку как бы сдвигать этот треугольничек, чтобы раздвинуть эти крылышки. Второй треугольничек можно вот так тоже посерединке белого пристрочить и тоже уголочек сместить немножко за линию самого треугольничка. И вот видите, вот такое крылышко получается. Все, и с этой стороны, со второй делаем то же самое. Вот два крылышка нижних, два верхних готово. Все, можно теперь детальки соединять. Вот видите, бабочка уже проглядывается. Теперь соединяем, берем вот эти две детали, сшиваем их вот таким образом. И теперь берем вот эти две детали, вот тут соединяем. У меня тут небольшие косячки, как раз сейчас я их все перекрою новой строчкой. Вот. Все, и здесь соединила.
И теперь два больших треугольника, которые получились, вот так соединяем между собой. Ну, так как я неопытная швея в пэтчворке, в лоскутном шитье, поэтому у меня сам квадратик деформировался в процессе, пока я эту бабочку собирала. Ну, я считаю, что это не страшно. Можно сделать шаблончик из картона и, приложив его на эту заготовочку, аккуратненько по шаблону подровнять, чтобы был ровный квадратик. Вот, я прогладила эту бабочку, и смотрите, как вот получается. Мне нравится, красиво очень смотрится. Я думаю, что вполне подойдет, например, как деталь для наволочки или одеялка. Вот это вот у меня мои мучения. Это когда я придумывала только и пыталась эту бабочку сделать. Вот жалко было выкинуть эти образцы. Я сделала вот такие штучки и повесила у себя в комнате на стене. Кстати, вот это зеленое поле, видите, чтобы оно так вот не топорщилось, я считаю, что лучше бы, конечно, простегать. Вот, и будет красивенько. Вот. Ну, я поленилась, устала, пока все это придумывала, шила, строчила, и уже мне стегать не хотелось. В общем, я вот такие сделала штучки для интерьера и повесила. Ну, когда-нибудь надоест, уберу, а пока, в принципе, мне нравится. Вот. Ну и вот смотрите, вот как бы это два одинаковых варианта, только один не проглаженный, а этот проглаженный. Вот тоже можно для сравнения посмотреть, как выглядит. Но мне проглаженный очень нравится. Хотя я как-то до этого вот вертушки были, мне нравились объемные. Вот, а еще мне отдали вот такую куклу поломанную. Вот такая голова, видите? Вся разодранная, но очень красивая мордаха. И я считаю, ну как такое чудо выбросить на мусорку? И я хочу из нее сделать Снегурочку. Так что я надеюсь, что следующее видео у меня будет вот это вот перевоплощение такой красивой головки в Снегурку. Вот. Волосы я ей, конечно, состригу полностью. Побрею ее, сделаем ей другие волосы. Вот. Ну, это все в следующем видео. Пока у меня только мысли. Я еще думаю, как сделать ей туловище, основу. Вот. А на сегодня у меня для вас все. Вот такая вот прелестная бабочка. Мне она очень нравится. Я попытаюсь сшить наволочку. Обязательно потом в следующих видео покажу, когда сошью. Все-таки это будет не просто блок, а готовое изделие. А я вам желаю всем всего хорошего, мирного неба над головой, всем здоровья. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось. А я с вами прощаюсь. Всем до свидания.